Доброе время суток, на связи Максим. Я теперь начал указывать ноты около предложений, где будет какая-то музыка. Так, я думаю, будет проще ориентироваться в структуре и не слушать гиковский аудиотекст, кому это не интересно. В данный момент я начал эксперименты с боевой музыкой. Мне нужно было попасть не в масштабную и не в эпическую музыку, а в какую-то, которая отразит одиночество, размеренность, страх и подобное, но без эпика. Я пришел примерно к такому, что не работает. И к такому. А потом я начал пробовать это на струнах. Вот струны уже выдали лучший результат. Поэтому оттуда я уже мог представить трек на пиано. Вот это будет частью главной темы, которую я пока что не буду вкидывать команде, а сделаю полный скетч на оценку. Потому что я думаю, что команда не поймет одну маленькую мелодию. Заодно где-то пару дней назад я возвращался к теме музыкальной шкатулки и дописал еще одну часть. Она хорошо легла после основной мелодии шкатулки. А вот если вернуться к боевой музыке, то у меня мелькает идея. Идея сделать эмбиентовую музыку во время исследования. А во время боев включать какие-нибудь барабаны, может быть оставить тишину, может быть что-то еще сделать не напряженное, не интенсивное, а спокойное, как в наших референсах. В данный момент я сфокусируюсь на исследовательской музыке, на звуковом дизайне, на системе шепотов, потому что билда все еще нету с боевой системой, чтобы понять темп, поэтому лучше будет пока что туда не лезть. Пора приступать к накидыванию базы системы мешающих звуков. Сразу же возникают две проблемы, которые стоит обозначить. Проблема номер один. В Hellblade камера позади персонажа, а в нашей игре камера изометричная, смотрит на мир сверху. Таким образом, слышать звуки позади нашей головы в наушниках будет довольно странно. Можно расставить точки создания этих звуков по локации заранее, или создать их полуслучайно около персонажа. Склоняясь здесь к решению гибридом, где я буду расставлять по локации сюжетные точки, а все остальное будет создаваться вокруг персонажа. Проблема номер два. В Hellblade голосам назначено сильное панорамирование, вплоть от 180 до 360 градусов, а впереди нас никаких голосов нету. Как это создать в игре с изометричной камерой? Еще один вопрос. Скорее всего, это будут создавающиеся точки звука вокруг персонажа, отдаленные друг от друга. Этим способом звуки будут ощущаться отовсюду. Поиграв в Hellblade, у меня вышло 3,5 листа информации, которую нужно обработать. В целом все довольно логично и следует из некоторых основных идей в системе. После того, как я систематизирую это, то покажу уже здесь. Во время игры я думал над встречающимися идеями в этой системе, и их я выписывал. Некоторые идеи, которые я встречал, были довольно специфичные для Hellblade, поэтому я их не выписывал, а брал просто на заметку. Начиная продумывать структуру системы, я наткнулся на важное решение. Как связать друг с другом все эти звуки. Я разделил их на 4 типа. Сюжетные, общие, эмоциональные и познающие. Вначале я планировал создать одно событие, которое в нужный момент будет вызывать другие. Через пару минут уже пришла проблема с этим. Нужно создавать эти звуки вокруг персонажа.
Как тогда настроить систему так, чтобы она выбирала правильные типы и не повторялась? Объяснить без четкого примера и структуры довольно сложно это все. Но, скорее всего, произойдет повторение во всех случаях. А в одном из них расскажется сюжетная часть. Это все приводит к мысли, что в локации можно поставить заранее сюжетные точки звуков. Все остальные же 3 типа звуков пускать полуслучайно во время игры с тишиной. В Hellblade примерно так и сделаны сюжетные триггеры звука в определенных местах. Композитор музыки Ori and the Blind Forest первой и второй части сказал очень полезный совет недавно. В Ori происходит частое столкновение с врагами, поэтому когда звуковой двигатель при столкновении с ними каждый раз включает боевую тему, то это звучит как будто ненатурально и довольно по-игровому. Поэтому он пришел к другой стратегии. Поиграть в игру и найти те моменты, когда нужно действительно поменять музыку, то есть места триггера. Не во всех битвах нужна боевая музыка, потому что она ломает атмосферу ощущения мира, в котором только что играла приятная оркестровая музыка с кучей мелодий, а потом на середине мелодии резко прерывается на боевую. Если битва будет проходить под исследовательскую музыку, то ничего плохого не случится, при этом сохранится атмосфера мира, это отличное решение. Благодарю за просмотр.